Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Чем же вы ее удивили? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И сейчас посмотрим, в каких же энергиях вы пребываете. А пока, ребят, давайте-ка немножечко познакомимся. Напишите в комментариях, из какого вы города, откуда вы, да. А то я как бы уже так приблизительно знаю, да, вот кто мне пишет по аватаркам, вот допустим, да, уже приблизительно знаю ваши какие-то житейские ситуации. Хочется побольше о вас узнать. Пишите, откуда вы, можете еще что-то о себе написать, да. Итак, в каких энергиях вы сейчас пребываете? Вот у вас абсолютнейшее сейчас, знаете, вот как будто раздвоение. Раздвоение то, что вам нужно как бы идти, вот зарабатывать. Вот такое ощущение, что вам нужно побольше заработать денег. У вас как будто цель стоит, да, что нужно заработать, но заработать не для себя, а вот именно кого-то это может проигрываться для семьи, у кого-то это может проигрываться как бы для женщины, но для женщины для будущей. Потому что это женщина, которая у вас будет в будущем. Сейчас, в данный момент, я не вижу у вас отношений. Но вот вы как будто хотите подзаработать, подкопить денег, да, чтобы уже начать, допустим, кто-то это начнет знакомиться с женщинами, да, пока, может быть, вы не хотите, потому что, ну, как бы мышь в холодильнике повесилась, да, а кто-то уже имеет женщину, да. И для нее, конечно же, нужны какие-то и подарки, и кафе, может быть, да. То есть у вас вот сейчас на первом месте, я бы сказала, что у вас вот работа. Потом уже идет личная жизнь. Плюс у некоторых может из вас проигрываться, что вы все-таки вспоминаете о своей прошлой женщине. Причем эта женщина, ну, я бы сказала, что ваше вот начальное счастье, оно перешло в какую-то, ну, в диктатуру, что ли, со стороны женщины. Вот отношения все хуже и хуже становились. То есть это может проигрываться реально у тех, кто разошелся, развелся, да, вот когда женщина, ну, как бы обесценила, что ли, ваши старания, вашу любовь, когда вот вы стали вот одиноким. Вот я бы сказала, что сейчас вот вы в душе внутренне вы одинокий, но у вас есть цель, да, заработать деньги, может быть, у кого-то это стать на ноги, сменить деятельность, да, поменять работу, либо же подработку взять, а потом уже заняться личной жизнью. Вот у вас есть в планах все-таки зароманить, либо же семью, да, вот новую завести семью. Кто-то собачек заводит, а кто-то семью, да. Вот. Потому что, смотрите, вот рядом с вами была женщина, она довольно непростая. Вот то, что я вижу, ну как-то, ну некомфортно. Мне даже вот та энергетика, которая идет, она могла либо же каким-то вот холодным, жестким человеком быть. То есть про какие-то проявления любви, заботы какой-то, да, вот здесь речь не идет. Самое начало отношений мы не берем, да. Но женщина, любящая себя, женщина, любящая ухаживать за собой, она такого вот, ну, эгоистичного склада, что ли, я бы сказала. Причем женщина, которая может, знаете, она может очень тонко манипулировать. Вот она, даже вот если сейчас вы находитесь где-то далеко, ну, как бы уже разошлись, все, не вместе, да, вот она может через знакомых о вас интересоваться. Она может за вами где-то вот, ну, у кого-то, может быть, из-за угла подсматривать, у кого-то там в соцсетях, как-то в мессенджерах следить. То есть она такой человек, она по жизни любит вот держать все под контролем. Она должна всегда знать,
кто, где, с кем, да, какая личная жизнь. Ну, то есть человек, который вот под прицелом постоянно все держит. Так. Вот знаете, почему-то мне идет информация, что вы пока жили с этой женщиной, вот как будто вы постарели, вот, ну, чуть ли не на 5-10 лет. Вот настолько вот она вас вымотала, вытрепала нервы, что вы реально, кто-то постарел, кто-то посидел, да, вот напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Может быть, даже вам вот знакомые какие-то, да, вот с кем вы давно не виделись, потом увидели через время и сказали, что ты изменился, да, может быть, постарел, посидел. Напишите в комментариях, есть такой момент, да, вот, когда седина появляется от этой всей нервотрепки, да, вот, реально вот здоровье, по здоровью может проигрываться, что у некоторых из вас, да, поскольку это общий расклад, довольно сильно подкосилось здоровье, вот особенно психика и нервная система. Это и плохой сон, это перепады настроения, это вспыльчивость какая-то, да. То есть вот такие психические ну, не заболевания, вернее, проявления психические, которых раньше, может быть, вы даже не замечали за собой. Но именно вот эта женщина, благодаря ей, у вас начались реально уже проблемы и с нервами, и с психикой, и вообще по здоровью. Могли обостриться некоторые ваши хронические болячки, либо же появиться новые. Итак, давайте-ка теперь разбираться. Чем же вы ее удивили, да, эту непростую вашу бывшую даму? А то, что она за вами где-то следит, подсматривает, это однозначно. Я вам скажу, она все-таки мониторит информацию о вас. Она мониторит. Посмотрите, я даже не хочу озвучивать, да, вот что нарисовано здесь. Что называется, да, вот транспорт для путешествия в другой мир, да. Что она вам желает. Причем, смотрите, дама однозначно держит под контролем всеми правдами и неправдами вашу жизнь. Кто-то из вас это знает, кто-то не знает. Она, вот такое ощущение, что у нее есть, знаете, ну, чуть ли не доносчики какие-то. Вот, может, тем более, если у вас есть общие знакомые. Четко мониторится ваша жизнь. Она хочет, чтобы вы были один. Она хочет, чтобы вы были одиноким, никому не нужным, да, вот, чтобы вот это ваша какая-то болезненность, может быть, даже психические расстройства, чтобы начались. Ну, то есть, чтобы вот чем закончилось. Причем, вот знаете, бывают такие ужасные случаи, когда вот при расставании, может быть, и у вас у кого-то, конечно, были такие ужасные моменты, когда при расставании женщина открыто в лицо говорит, когда уже тебя не станет, да, но только это я сейчас культурно говорю, а она открытым текстом это говорит, да, когда ты как бы уже вот сыграешь вот сюда, да. Ну, то есть человек, который настолько вот негативно к вам настроен, причем она, даже вот если кто с вами, ну, с вами кто общается, может быть, из бывших, она общается очень неискренне. Вот если вам кажется, что все хорошо, да, вот, что она такая доброжелательная, нет, человек имеет какие-то выгоды даже от общения с вами, она определенную цель поставила. У кого-то это может быть помириться, допустим, ради денег, там, я не знаю, ради квартир, машин и так далее. Человек абсолютно неискренний. Про любовь здесь речь вообще не идет. От слова совсем. Вот ей нужно, вот смотрите, если даже кто-то общается со своей бывшей, нужно чисто одно. Дорога в светлое будущее, да, вот если в общем. То есть сюда и материальные все вот эти штуки, и деньги, да, и все сюда подходит. Про любовь от слова совсем я не могу ничего сказать. Вот нет у человека любви. Вот если кто-то из вас надеется, да, что вот она там
хочет помириться, даже если вы общаетесь, значит, она раскаялась. Нет, абсолютно. Здесь свои корыстные мотивы. Теперь смотрите, что же ее удивит? Ее удивляет то, что вы после расставания с ней, вы не сыграли вот сюда, да? Вы не уехали на этом транспорте. Вы, ну, как бы не скатились по наклонной. У вас нет никаких особых таких вот невредных привычек, да, вот. Причем, опять же, смотрите, она очень сильно мониторит вашу личную жизнь. Ей не хочется, чтобы у вас была какая-то женщина. Она, вот знаете, настолько вот какой-то зловредный, что ли, человек, что вот она реально готова какую-то пакость совершить, вот только бы не допустить вашего счастья. Она очень сильно удивлена, что вы не страдаете по ней, да? Ну, по крайней мере, она этого не знает. Да, в душе, конечно, вы страдаете. Она очень сильно удивлена, что вы не мчитесь к ней, да, не падаете на колени и не говорите, давай попробуем вернуть хоть что-нибудь, да, как в песне. Она, знаете, вот она рассчитывала на то, что да, вы вот разошлись, но потом вы как бы влюбленный джигит, вы к ней примчитесь. Этого не случилось. Она удивлена просто до мозга кости. Смотрите, женщина обычно, когда вот считает, ну, как бы знает, в принципе, любая женщина знает, что мужчина ее любит, да, тем более, если вы жили вместе, допустим. Она прекрасно знает ваши отношения. И почему-то вот некоторые женщины считают, что вот если мужчина любит, то он все и простит. И они начинают наглеть, начинают борзеть, да, под разными предлогами. Точно так здесь. Вот почему-то многие женщины считают, он меня любит, ну пусть перезлится, пусть перебесится, и потом он все равно ко мне появится. Куда он денется с подводной лодки? Поэтому ее очень сильно это удивляет. Ее даже это расстраивает, вот я вам скажу. И очень расстраивает. У нее был такой период даже, у некоторых может быть даже сейчас проигрываться, что она как будто вот ждала от вас какой-то весточки. Это могло быть, она ждала вашего либо звонка, либо же смс какого-то, ну вот именно примирительного такого характера, да, вот был такой период у нее. Вот она самообманом любит заниматься, я вам скажу. Вы же не будете этого делать, я не вижу, чтобы вы помчались на крыльях любви к ней, нет. У вас проигрывается, смотрите, да, вам больно, вам обидно, но, тем не менее, как-то все равно вы уже на новое нацелены. Вот нацелены вы на новую жизнь. Конечно, воспоминания, вот эти все страдания, от них никуда не денешься. Но уже у вас есть как бы один шаг в сторону новой жизни, в сторону будущего у вас есть. Да, как я говорила, что еще у вас остались вот эти отголоски, да, вы еще, может быть, скучаете, тоскуете, но вы уже готовы к новому, вот внутренне, вот вы уже готовы, да, кто-то начал уже знакомиться, кто-то пока на уровне мыслей уже, да, начинает как бы продумывать, где лучше, как лучше познакомиться. Ну, то есть вы не нацелены на то, чтобы мириться с ней, я, по крайней мере, этого не вижу. Как бы вы сильно ее не любили, но все-таки вот мужское самолюбие, мужская гордость, ну, они свое все-таки берут. И далеко не каждая женщина, вот, к сожалению, понимает, что даже мужчина, который любит женщину, вот даже любя, мужчина может уйти. Да, это парадоксально, это для кого-то странно, но это факт. И я думаю, каждый со мной согласится, если мужчину постоянно гнобить, унижать, оскорблять, а это все, это капец. Это опустить мужчину ниже плинтуса, когда самолюбие уязвлено мужчины, то это все. Даже любя женщину, любящий мужчина, он уйдет. А не все это знают. А потом начинают кусать локти и думать, а почему же он не возвращается, он же меня любил, да?
А вот оно так и работает, психология, да, вот почему я говорю, что если бы мужчины и женщины хотя бы немножечко читали психологию, какую-то литературу, сейчас это все в такой доступности. Если бы смотрели видео полезное, да, вот психологов, тех же там, может быть, тарологов, да, намного меньше было бы разводов. Вот намного меньше, когда люди бы знали именно психологию друг друга, потому что мужчины и женщины абсолютно разные. Абсолютно по-разному мы воспринимаем одно и то же. Мы по-разному видим, мы по-разному слышим. Мы даже цвета, вот обычные вот цвета, черный, белый и так далее, оттенки эти все. Мы ведь все это абсолютно по-разному воспринимаем. Но, к сожалению, не все об этом думают, не все занимаются какими-то своими совершенствованиями, да, не все развиваются, не все, ну, не все стремятся познать больше, да, вот как-то сейчас вот людей, если раньше, может быть, читали больше, сейчас как-то вот направлены вообще непонятно на что, на какие-то развлечения, на выгоду какую-то, да, а чтобы вот себя, свой уровень, разностороннее развитие какое-то, ну, далеко не все это делают. Ну, имеем то, что имеем, к сожалению. Поэтому эта дамочка, вот в завершении нашего расклада, вы ее очень сильно удивили, когда вы не побежали за ней, когда вы не упали на колени, не примчали. Хотя она ждала, у некоторых даже может проиграться, что и сейчас она все еще ждет, если это свежее расставание, вот недавнее. Но вы ее очень удивили. Как это так? Он меня любит, и он не пришел. Он не попытался склеить разбитую чашку, он не попытался мириться, да? Ну, пусть ждет, пусть кусает локти, локти вкусные. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!